Антарктида – это самый неизученный континент на нашей планете. Неудивительно, что именно там ученым попадаются самые загадочные находки. От загадочного объекта, похожего на корабль инопланетян, до гигантской лестницы, ведущей на вершину горы. С вами канал Factops, и в этом выпуске я покажу вам самые странные, пугающие и необъяснимые находки в Антарктиде, которые поразили исследователей. Погнали! Останки динозавров. Во время антарктической экспедиции группа ученых из Австралии, США и Южной Африки обнаружила более тонны окаменелостей и останков динозавров. Их возраст достигает 71 миллиона лет. Неожиданное открытие было сделано на островах Джеймса Росса и Вега в Антарктиде. Но давайте перенесемся немного в прошлое. Итак, первые останки динозавров, обнаруженные в Антарктиде, были найдены именно на острове Джеймса Росса. Открытие сделали археологи из Аргентины в 1986 году. Также в 2006 году исследователям снова удалось достичь успеха, однако в обоих случаях речь шла о единичных образцах окаменелостей. Однако в рамках новой экспедиции, которая проходила в феврале и марте 2016 года, ученые неспешно продвигались по территории островов и внимательно изучали каждый камень. Каждый день они преодолевали около 10 километров, но зато их работа оказалась оправдана. Они наткнулись на небывало богатый улов. В общей сложности найдено более тонны окаменелостей, и возраст некоторых из них достигает 71 миллиона лет, после чего окаменелости были доставлены в Чили, а затем переправлены в Музей естественной истории в штате Пенсильвания для дальнейшего изучения. Также ученые предупредили, что на классификацию всех найденных видов уйдут многие годы, однако уже сейчас известно, что среди находок останки плезиозавров, мезозавров, а также различных птиц, в том числе уток, живших в конце мелового периода. Кровавый водопад. Поток кроваво-красной жидкости бьет из ледника Тейлора в Антарктиде. На самом деле здесь все куда проще. Никакой крови тут речь не идет, хотя цвет действительно странный. Он объясняется высоким содержанием оксида железа в воде. Богата железом соленая вода выходит из небольшой трещины в ледяном водопаде на ледяную шапку подледного озера Бонни. Источником воды является озеро, покрытое льдом, удаленно на несколько километров от водопада. Красноватое месторождение было открыто еще в далеком 1911 году. Первые исследователи Антарктиды объяснили красный цвет красными водорослями. Однако позже было доказано, что цвет появляется от окислов железа, являющихся следствием уникального метаболического цикла. Загадочный объект. Пару лет назад пользователи Google Maps случайно обнаружили в районе субантарктического архипелага загадочный объект. Из-за низкого качества изображения о его подлинной природе можно строить только гипотезы. Если быть точнее, он расположен на острове Южная Георгия. Если хотите сами в этом убедиться, координаты вы сможете найти в нашем телеграм-канале по ссылке в описании или отсканировав QR-код на вашем экране. Также вы там найдете координаты других находок из этого выпуска. Так что же это за объект? Может быть, это корабль инопланетян, который совершил аварийную посадку в Антарктиде и не смог снова взлететь? Или же лохнесское чудовище, которое навсегда вмерзло в льды Антарктиды? Не беспокойтесь, более реалистичные версии тоже есть. Некоторые говорят, что это пропавший с радаров малазийский лайнер рейса 370. Другие уверены, что это подводная лодка времен Второй мировой войны, на которой военные Третьего Рейха бежали на скрытую базу в Антарктиде. Однако ученые считают, что ничего сверхъестественного тут нет. И это просто рухнувшая часть ледника, которая откололась от основной массы и, подобно лавине, скатилась вниз по склону. Какая версия понравилась вам больше? НЛО. Да, он тоже будет в этом выпуске. И тоже не без помощи Google Maps. Такое ощущение, что гигантская летающая тарелка врезалась в скалу. Можно сказать, что это природное образование, однако этот объект имеет четкие формы и даже видны некоторые детали корпуса. Если это действительно НЛО, то он разбился очень давно, так как видно, что объект накрыт скалой. Кстати, совсем недалеко от этого места пользователи Google Maps нашли кое-что интересное, а именно гигантскую пещеру. Ее размер составляет приблизительно 32 метра. Кто-то говорит, что это вход в бункер. Кто-то считает, что перед нами секретная база инопланетян, а кто-то уверен, что это естественное образование и ничего интересного здесь нет. Лестница. Вокруг этой истории разгорелись нешуточные споры. На фотографиях со спутников видно гигантскую лестницу, ведущую на вершину горы.
Что касается ученых, они не смогли объяснить историю происхождения этой структуры, находящейся на поверхности ледяного континента. Зато пользователи выдвинули множество теорий. Некоторые убеждены, что наличие лестницы является доказательством существования утраченного города Атлантиды. Другие же высказывают гипотезу о том, что это место является базой для кораблей НЛО, а сама лестница всего лишь вентиляционное отверстие для огромной подземной колонии. На самом деле не исключено, что найденная в Антарктиде лестница действительно могла принадлежать к иной цивилизации, пока неизвестной, которая погибла, как и Атлантида, при природных катаклизмах. Однако, как я уже сказал, ученые сообщают, что определить, какое предназначение было у этой лестницы в настоящее время почти невозможно. Но возможно, в будущем мы доберемся до истины. Рыбий город. На дне Антарктического моря Уэддала была найдена крупнейшая в мире гнездовая колония рыб. В этом месте ледяная рыба размножается в огромных количествах. По данным исследователей, гнездовая колония включает около 60 миллионов активных гнезд и занимает площадь не менее 240 квадратных километров. Чтобы вы понимали, насколько это много, площадь Парижа составляет всего 105 квадратных километров. Группа ученых совершила несколько рейсов в то место и обследовала морское дно с помощью системы камер с высоты от 1,5 до 2 метров. Один из ученых сказал, что скопления из нескольких десятков гнезд уже были обнаружены в других регионах Антарктиды, но эта находка на порядке выше. Помимо всего этого, гнезда охраняют рыбы. Преимущественно круглые гнезда были около 75 см в диаметре и около 15 см в глубину. Каждая из них содержала в среднем более 1700 икринок, большую часть которых охраняла взрослая рыба. Исследователи также обнаружили пустые и неохраняемые гнезда. В среднем было гнездо на 3 квадратных метра. Возможно, рыба выбрала это место для создания колонии из-за теплой, глубокой и поднимающейся воды. Температура воды у дна примерно на 2 градуса выше температуры в прилегающих районах. Измерения также показали, что первичная продукция в регионе выше среднего. Растения, водоросли и бактерии создали там особенно большое количество биомассы. Также ученые сообщили, что гнездовая колония, вероятно, играет важную роль в пищевой сети региона. В окрестностях гнезд они видели множество мертвых рыб, которые предположительно служат пищей другим морским обитателям. Прожектор. Уверен, вы никак не ожидали услышать это название в этом выпуске, но нет, вы не ослышались. Недавно ученые обнаружили на просторах Антарктиды странный объект – прожектор, или источник света. Причем основание этого объекта скрыто глубоко в земле. Объект имеет строение в виде лепестков, как у цветка, причем так называемый прожектор выдает толстый, но при этом короткий луч света. Конспирологи уверены, что здесь не обошлось без вмешательства представителей инопланетных рас. Якобы этот прожектор направляет сигнал в космос, выступая ориентиром для пришельцев, которые регулярно посещают Антарктиду. Ученые же никак не комментируют эту ситуацию. Лицо пришельца. И снова возвращаемся в Google Maps. В этот раз пользователи в интернете обнаружили то, что, по их мнению, является массивным инопланетным лицом в Антарктиде. Но, возможно, это просто обыкновенное совпадение. Еще одна интересная находка, которую удалось обнаружить пользователям, это дорога. Как и следовало догадаться, это необычная дорога. Складывается впечатление, что она заасфальтирована, а ее длина составляет 800 метров. Если это действительно дорога, то она очень древняя. Видно, что она пережила многое. Однако, возможно, это просто интересная особенность рельефа. Метеорит с Марса. 27 декабря 1984 года в горах Аллен-Хиллз в Антарктиде исследователи сделали очень интересное открытие. Марсианский метеорит, который получил вот такое название. По мнению исследователей, этот метеорит является одним из 34 марсианских метеоритов, найденных на Земле. Масса метеорита достигает почти 2 килограмм. А хотели бы вы побывать в Антарктиде? Или может вы уже там были? Расскажите в комментариях. Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, чтобы не пропустить новые видео.